Я в погоне за переменами в прошлом видео решил попрощаться со своим рабочим местом. После 4 лет апгрейда и работы над ним. И так как не хотел затягивать это дело, решил сразу приступить к созданию новой концепции моего идеального рабочего места. На этот раз ключевыми словами будут минимализм и функциональность. Есть, конечно, и нюансы. В основном все устройства и периферии перейдут со старого рабочего места. Но это пока что временно, так как мне нужны ресурсы для реализации моих идей. Так что будем считать, что это первая концепция моего минималистичного рабочего стола. И если, конечно, ролик вам зайдет, то без проблем буду и дальше делиться обновлениями. Ну что ж, под хороший биток, погнали! Я не раз говорил, что основой любого рабочего места является, конечно же, стол. В этом плане, так как мне хотелось минимализма, мне нужен был небольшой, простенький стол, но при этом красивый, из дерева, чтобы отлично сочетался с моей гитарой. Плюс к этому компенсировал мою тупость. Ну типа хотя бы малость, чтобы данный стол был умным со своими приколами. В целом могу считать, что я не прогадал с выбором. На глаза попался вот такой письменный стол от компании Geometry Wood. Цена, конечно, не маленькая, но я сильно обожаю именно деревянные столы. Это смотрится очень эстетично. Не знаю, помнит ли еще кто-то, но... Эстетика! Не стоит беспокоить мертвецов. Что касается прикольных особенностей у этого стола, то, во-первых, сборка. Разберется любой тупица, даже без инструкции. Да, по себе сужу, дорогие хейтеры. Люблю вас. Из технологичных функциональных возможностей. Отмечу, что в ножке стола интегрирован быстрый USB-хаб с портами 3.2 и C, а в столешницу встроена беспроводная зарядка. Также есть такая перфорированная щель, которую можно использовать, например, как подставку для телефона, планшета и даже ноутбука. Через отверстие можно провести кабели, например, от клавиатуры или просто использовать как держатель. Ну, на крайняк хоть ручку туда кинь. Также подмечу, что ножки регулируемые, поэтому стол не боится неровных поверхностей. Есть еще один очень нужный элемент – перфорированная железяка сзади стола, которая отлично страхует, когда речь заходит о кабель-менеджменте. Я покажу все это чуть дальше в видео. Кроме всего прочего, в комплекте со столом идет хороший сетевой фильтр и липучка для укладки кабелей. Слов в целом нет, стол отличный. В первые дни улыбка даже с лица не спадала. Единственное, чего мне не хватает, это на примере такого держателя для системника под столешницей. Потому что крайне удобно, когда стол и все девайсы как одно монолитное целое. Бывает, что нужно там стол отодвинуть, и в таком случае приходится либо отсоединять ПК, либо также его тихонько пихать вместе со столом. В общем, да, стол классный. Может быть, в будущем получится с этими ребятами замутить какой-нибудь кастомный стол с электроприводом. Это было бы просто шикарно. Знаете, оставлю ссылку на них в описании. Может быть, какой-нибудь промокод еще докину. Спасибо им огромное, банально, что запарились, чтобы доставить данный стол ко мне в Молдову. Поверьте, это многого стоит. Столешница в целом небольшая, поэтому 2 монитора здесь будет сложно запихнуть. Но мне это и не нужно. Я давно понял, что для меня достаточно одного ультраширокого монитора. Или с большим разрешением. В редких случаях мне нужен второй экран. Например, чтобы отобразить какую-то определенную информацию. Но решу это позже. У меня уже есть одна интересная идея. Чтобы ножка монитора не занимала много места на и так небольшой столешнице, нам нужен кронштейн. У меня есть эта модель, которая недорогая, но хорошая. В общем, снимаем обычную ножку монитора, прикручиваем специальный держатель, затем крепим кронштейн к столу и насаживаем на него монитор, хорошо закрутив все это дело. Далее подключаем кабели питания и видео к монитору, не забывая прятать их за кронштейном, используя стяжки или липучки. Далее входы до девайса. Окей, о них я уже упоминал в прошлом видео, а также делал отдельный ролик в начале года, который также можете посмотреть. Вкратце, из аудио использую аудиокарту Go XLR Mini, наушники Beyerdynamic DT770 Pro и микрофон Rode NT1. Этот набор я считаю образцовым с отличным звучанием для любого стримера или ютубера. Что касается периферии, то в последнее время я провожу мало времени в играх, поэтому вместо мышки Viper Pro V2 и клавиатуры Warmilla я использую свой сет от Logitech. Клавиатура MX Keys и мышь MX Master 3. Обзор на них давно лежит на канале. В целом, главным преимуществом этих устройств является программа Logi Options, где можно настроить свои бинды под различные программы, что в итоге ускоряет и оптимизирует работу. Если все-таки захочется поиграть, то у меня есть DualSense и эмулятор DSX. Однако проблема заключается в том, что мне не
мне во что играть. Ничто не цепляет мои глаза, либо интерес. Я не могу понять, либо просто сейчас не выходят интересные игры, либо у меня игровое выгорание. Компьютер без вариантов будет под столом, или в моем случае рядом с ним. Поэтому необходимо начать укладку кабелей от него. То есть подключить все необходимое и поднять провода по ножке стола к металлической решетке. К решетке крепим сетевой фильтр и подключаем нужное устройство. Вслед распределяем все кабели по решетке и тщательно их крепим. Стараюсь сделать это максимально аккуратно, чтобы с фронтальной стороны ничего не было заметно. Не буду долго томить, посмотрите, что получилось. Так как теперь ЛГБТ-ленты за столом нет, дабы добавить атмосферы, использовал шестиугольники Color-Lite, а за монитором подсветку от Low-Fuzz. Однако все же стилистика хромает. Все простенько, но местами не в тему. Особенно пантограф под микрофон. Rode PCI-1 смотрится слишком громоздко. На мой взгляд, в этом сетапе более подходящим был бы пантограф от Elgato. Поэтому следующим этапом будет замена устройств, начиная от монитора, заканчивая периферией и оборудованием. В плане периферии у меня есть несколько вариантов на примете, но не факт, что смогу их достать. Например, как клава от Nuppi или мышь от Lamzu. Поэтому было бы здорово, если бы вы также поделились своими вариантами в комментариях. Мало ли я передумаю и куплю именно то, что вы посоветуете. А, точно, насчет моего кресла. В прошлом видео про него и словом не заикнулся. Да и в этом особо не хотелось. Но от новых братишек на канале были вопросы. Короче, это та же самая кресло от Hator, модель Apex, как и года 3 назад. Ну, заебало оно меня уже знатно, комментарий больше нет. Да и вариантов на замену также не могу найти. То пиздец дорого, то не могут в Молдову доставить. По итогу, вот лакшери. Табуретка. Ее можно повернуть даже, чтобы усесться всей компанией. Такие вот универсальные решения для ваших анусов. Короче, ребят, такие дела. Обидно, конечно, что мои девайсы не подходят под нужную мне стилистику, но это решаемо. Что касается стола, мне дико нравится его компактность. За ним я чувствую себя более собранным. Раньше я топил за огромные стола, чтобы на них все помещалось. А оказалось, что этого пространства мне вполне достаточно. Есть также пара идей для производителя стола, если он, конечно, увидит это видео. Можно реализовать ту самую идею с держателем для ПК. И еще держатель для наушников, например, под столешницей. Хотя все это можно купить отдельно на том же Алике. Лично я решил этот вопрос вот так. Ну, а на этой неделе это все. Напоминаю вам о своем бусте. Буду рад любой поддержке. Там вы можете стать платным подписчиком, чтобы помочь в реализации интересного ролика, особенно если вам нравится тема оформления рабочего места. Или можете купить мой платный пак. Думаю, в нем каждый найдет что-то интересное для себя. А с вами сегодня и всегда был Official. Не пробуйте время зря. Всем вам удачи и пока.